Привет, друзья! Сегодня готовлю лазанью. Верным решением будет приобрести готовые листы для лазаньи. Я в порядке эксперимента сегодня приготовлю тесто сам. Основой любой пасты является мука. И для того, чтобы паста получилась вкусной, к ней предъявляются особые требования. Мука должна быть из твердых сортов пшеницы. Я буду использовать 90% муки из сорта пшеницы Durum, это твердый сорт пшеницы, и 10% из мягких сортов пшеницы. Либо уже можно взять обычную хлебопекарную муку. Вторым по значимости ингредиентом являются яйца. Для наилучшего вкуса лучше использовать одни желтки. Я буду использовать 3 целых яйца и 3 желтка, но обязательно соблюсти пропорции. На 100 грамм муки примерно 60-70 грамм яиц. И третий важный ингредиент – это соль. Она является усилителем вкуса, и для хорошего результата, чтобы паста не впитала в себя лишнюю влагу, соли должно быть в пасте меньше, чем во всем окружающем ее соусе. И четвертый ингредиент, если вы будете использовать машину для вымешивания теста и раскатки, то можно его не использовать. Я буду все месить вручную, поэтому я добавлю немного хорошего оливкового масла. Итак, просеиваю муку и вбиваю все ингредиенты. Когда все ингредиенты перемешали, необходимо еще вымешивать тесто для получения эластичности примерно 15 минут. Примерно через 10 минут из теста сформировался плотный, не липнущийся к рукам ком. Теперь я его заворачиваю в пищевую пленку и отправляю отдыхать минут на 40. 40 минут спустя тесто стало более эластичным. Прям вот настолько эластичным. Податливым и мягким. Теперь его осталось раскатать до толщины примерно миллиметр или полтора и обрезать по нужному вам размеру. Лазанью можно готовить с несчисленным количеством начинок, но самое популярное – мясной соус болоньезе. Для его приготовления на сковороде разогрейте немного растительного масла, добавьте мелко нарезанный лук и морковь. И слегка обжарьте их до золотистого цвета. После добавьте мясной фарш. Растолките его лопаткой, предварительно увеличьте огонь до максимума и обжарьте его, пока весь фарш не станет серого цвета. Как только фарш приготовился, добавьте пюре из томатов. Если сейчас сезон и вы можете спокойно достать спелые и сочные сладкие томаты, то используйте свежие. Если же нет, можете использовать томатную пасту, я буду использовать томаты в собственном соку. Чуть-чуть посолите, поперчите. Хорошенько все перемешайте и оставьте тушиться на 40 минут. Пока тушится соус болоньезе, в сотейнике растопите кусочек сливочного масла. Всыпьте туда муку и, постоянно помешивая ее, обжарьте до появления цвета топленого молока и легкого орехового аромата. Затем влейте пол-литра теплого молока. И постоянно помешивая, доведите соус до консистенции жидкой сметаны. А после всыпьте немного соли и капельку мускатного ореха. И проварите еще минутку. Для того, чтобы избавиться от всех комочков в соусе, рекомендую пропустить его через мелкое сито. Если соус не хочет протекать, немножко помогите ему венчиком. Когда все готово, собираем лазанью.
Для начала на дно формы немножко соуса бешамель. Выкладываем лист. И сверху еще немного соуса. Сверху выложите мясной соус. Сильно много мяса не надо, иначе блюдо, когда будет готово, оно попросту развалится. И сверху выложите сыр. Лазанья – это то блюдо, в котором количество сыра ограничено лишь повелением сердца. Я буду использовать моцареллу и немного пармезана. И последний слой. Выкладываете свое тесто, соус бешамель и слой сыра. Теперь поставьте лазанью в духовку. 200 градусов на 7 минут. После понизьте температуру до 150 и допекайте 35-40 минут, пока не появится сверху золотистая корка. После того, как я вынул лазанью из духовки, я дал ей остыть 20 минут. И теперь уже можно сервировать и подавать на стол. Приятного аппетита, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.